Еще буквально около 10 лет назад практически все дороги в горах Юннани, они были вот такие, в лучшем случае вот такие. Но сейчас все дальше и больше строят новые дороги, экономическое процветание дошло и до сюда. Большинство старых домов уже перестроено, но, кстати, видно, что и к этому тоже приложило руку государство, стараются использовать традиционные крыши домов. То есть дом новый, но крышу стараются укладывать таким древним образом, традиционным, чтобы это выглядело со стороны как нечто более такое аутентичное. Вот только что мы побывали в гостях у замечательной бабушки в горах Наньношань. Попили у нее чая, 3 сорта. Выбрали, естественно, самый хороший. И когда мы к ней входили, она включила вот эту вот замечательную стучавочку, которая издает вот такой вот звук. Ага. И когда уходили тоже. Самое интересное, что когда мы вошли, у нас после этого отключился звук на микрофоне. Абсолютно по непонятной причине он не записался. Все время, пока мы были у нее, пили чай. Мы не купили немного чая. Чай 3-летней выдержки с Бама. Это самое известное здесь место. Старые деревья чайные. Его тут небольшое довольно количество делается, ну и он так ценится довольно высоко. Да, интересно, тоже звук у нас не записался по абсолютно необъяснимой причине, поэтому я немного расскажу про саму бабушку. Бабушке 74 года. Вот, делает она чай сама до сих пор. В сезон к ней приезжают помогать родственники. Остальное время она живет здесь одна. Живет в таком аутентичном довольно доме, старом. То есть они поменяли только крышу, а так, в общем-то, в нем ничего не изменяется уже десятилетиями. Вот. Очень приятно с такими людьми работать, на самом деле, потому что у них очень живой подход к чаю, ну и чай классный. Вот. Много лет руками возделываемый, скажем так. Будем дальше искать именно такой чай. От такого чая, пожалуй, самое интересное ощущение. Вот. И он живой. 好的，谢谢，我们就回来了，因为我们的说话的没有电，所以我再来了拍一下说话。好的，谢谢。Вот тут сейчас крестьяне расчищают территорию. Вот, видимо, то ли собираются что-то строить, не знаю для чего конкретно. Но интересно то, что чайные кусты они аккуратно выкопали, сложили для того, чтобы потом пересадить. То есть не просто вырубили, даже причем, что это не очень взрослые кусты, там, но все равно их постарались сохранить для того, чтобы пересадить на другое место. На каждой известной чайной горе Чашань, так называемый, или Мин Чашань, или Да Чашань, или Люда Чашань, если говорить о 6 знаменитых чайных горах, обязательно есть какое-то количество разных поселений, вот, которые называются либо Цунь, либо Джай. Чаще всего в Юннане называются Джай. Вот, это такие вот отдельные, можно сказать, объединения хуторов. Где-то это бывает там 50 домов, где-то бывает меньше и больше. Но в среднем нам где-то вот около 50-70 вот так. Каждое причем место славится каким-то отдельным чаем. То есть, что вот у нас здесь такой-то чай, там такой чай. Уже те, кто реально много лет ездят в Юннань и занимаются этим профессионально, они
разбираются в этом очень хорошо. Вот, то есть знают уже, куда конкретное место ехать, за каким вкусом. А вот так вот выглядят маленькие магазинчики в горах, в деревнях. То есть просто у дороги, там буквально такая маленькая хибарочка. Вот. Но, кстати, несмотря даже на это, что там висит удостоверение, что это индивидуальный предприниматель, что значит у него есть разрешение на торговлю и так далее. Вот. Но при этом это просто такой вот очень домишко, можно сказать, вот, для местных жителей. Именно вот такие вот деревья называются чаому, или прямоствольное дерево. То есть это довольно молодые посадки, им нет и сотни лет, вот, но уже видно, что это действительно чайное дерево, то есть так же, как и все деревья, здесь ничего не подрезается. Вот, буквально еще лет 50 здесь уже будет так называемое гучхашу, или старое чайное дерево.